Здравствуйте, меня зовут Игорь, и я представляю вашему вниманию довольно необычный ролик. В этом видео мы с вами построим дуговой реактор. Ну, если быть более точным, его модель. Очень тонкое замечание, сэр. Да. Речь пойдет о модели в масштабе 1 к 1 реквизита для художественного фильма «Железный человек». Сборка реактора будет осуществляться из отдельных элементов, которые были вырезаны при помощи лазера, а также фрезы с ЧПУ, из пластика и металла. Имитация свечения от реактора, которая хорошо видно в фильме, будет создана при помощи специальной платы со светодиодами. В работе я буду использовать сверхяркие светодиоды из светодиодной ленты. Питание платы рассчитано на стабилизированное напряжение в 5 вольт, которое легко получить при помощи любого USB-адаптера. Переходим к сборке. Для начала установим все элементы на прозрачные детали, которые будут рассеивать свет от платы со светодиодами. Устанавливаемый радиатор не только улучшает внешний вид модели, но и способствует отводу тепла. Завершив сборку всех прозрачных элементов, переходим к металлическим деталям. Для их склеивания я буду использовать цианокрилатный клей. Цианокрилатный клей я буду использовать также для приклеивания металлических деталей к пластику. Бояться помутнения пластика при этом не нужно, поскольку пластик матовый. Для более надежной и быстрой фиксации суперклея я рекомендую использовать активатор. Он также предотвратит появление помутнений пластика. После того, как будут установлены все кольца и третья опора, выравниваем их относительно центральной линии. Работая с подсветкой, проверяем ее работу на каждом шаге, поскольку если что-то сломается сейчас, это будет легко починить, а впоследствии, возможно, придется разбирать всю модель. Далее я собираю своеобразного паука, который будет основанием реактора. Как видно, я не собираю его целиком, поскольку в этом случае будет очень тяжело и неудобно устанавливать внутрь элементы с освещением. Поэтому я собираю половину, а затем устанавливаю оставшиеся детали внутрь. Кольцо, которое будет держать опоры, вырезано из специального мягкого пластика, несколько гнется и дает возможность такой сборки. Для того, чтобы имитировать металлические детали, я их покрасил при помощи цвета Gunmetal. Однако, некоторые элементы лучше сделать настоящими, например, обмотку из медной проволоки. Для того, чтобы не пришлось наматывать ее слишком много и не ошибиться с расположением, я наклеиваю на основное кольцо черную изоленту. Опять же, при помощи цианокрилатного клея устанавливаю на кольце элементы, которые будут держать впоследствии обмотку. Для надежной фиксации использую зажимы. Переходим к обмотке медной проволокой. На первом слое я буду стараться располагать витки как можно плотнее и ближе друг к другу. На втором слое с небольшими промежутками, для того чтобы показать немного неряшливую, выполненную вручную обмотку, так, как это было в фильме. Последний виток фиксируем при помощи цианокрилатного клея. Затем я перехожу к созданию соединений между отдельными секциями обмотки. Для этого необходимо имитировать пайку. Для такой имитации я буду использовать двухкомпонентную шпаклевку.
Все отдельные элементы реактора будут держаться на винтах, однако для надежности я приклею верхнюю часть к нижней. Для этого я буду использовать эпоксидный клей. Работать с ним необходимо в обязательном порядке в перчатках. Винты в обязательном порядке завинчиваю крест-накрест, для того, чтобы не повредить пластиковые детали, и получится вот такой вот результат. Давайте посмотрим на него поближе на круговом обзоре. И на этом все. Если ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии здесь и на моих страничках в социальных сетях. Для того, чтобы помочь развитию моего канала, пользуйтесь ссылками, которые приведены в описании данного ролика. Большое спасибо за внимание, отличных вам моделей, до новых встреч!